Куркуме приписывают множество свойств. Источник антиоксидантов, источник витаминов А, В, С и разных минералов, улучшает сосуды и улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижает холестерин и является профилактикой диабета второго типа. Но мало кто говорит, что куркума способна замедлять старение. Давайте об этом поговорим. Ко мне приходит много пациентов, и некоторые из них с застоем и накоплением слизи мне жалуются, что я соблюдаю диету, провожу активно время, занимаюсь спортом, но ничего во мне не меняется. Я не худею и не становлюсь энергичным. Что со мной не так? Застой и накопление слизи ухудшает работу внутренних механизмов саморегуляции. Давайте более детально рассмотрим, какие механизмы саморегуляции здесь работают. В наших клетках, в каждой клетке, есть внутриклеточные сенсоры энергии, которые перестают работать, когда накапливается слизь и застаивает слизь в нашем организме. Раз они перестают работать, клетки перестают испытывать дефицит энергии. Почему так важно, чтобы клетки испытывали дефицит энергии? Потому что именно дефицит энергии клеток запускает внутриклеточный фермент, который находится тоже во всех клетках, который называется аденозин-монофосфат активированный протеин киназа. Его назовем AMPK. И этот фермент, который активизируется, далее запускает процесс аутофагии. Процесс аутофагии – это процесс самопереваривания вредных веществ, старых клеточных компонентов, токсинов, бактерий, вирусов и всего такого, что не нужно нашему организму. Активация AMPK и запуск аутофагии блокирует работу комплекса mTOR-1. А вот блокировка mTOR-1 замедляет старение. И вот куркума, с точки зрения тибетской медицины, имеющая теплое и очищающее свойства, согревает и очищает наш организм от слизи и очищает кровь и лимфу. Вот это его свойство воздействия на наш организм и запускает все эти механизмы и процессы, которые в дальнейшем замедляют наше старение. Как принимать куркуму? Как я помню, мой дедушка ежедневно принимал куркуму. Чайную ложку с горкой порошка куркумы, добавлял щепотку черного перца, заливал теплой водой и все это размешивал и выпивал после еды через 15-20 минут. 1-2 раза в день. И он всегда говорил, куркума точно уменьшает боль в моих суставах, связках и мышцах. Я тоже стараюсь принимать куркуму, но не всегда мне удается. Я больше его как специю употребляю. Могу положить куркуму в рис, черный перец в мясо, смешать и это съесть. Или я активно использую перец карри. Там много куркумы и черного перца и так далее. Но легче всего куркуму принимать в виде биологически активных добавок, которые называются куркумин. Если вы такие добавки покупаете, то принимайте их от 1000 до 1500 мг в сутки и не забудьте к ним добавить биологически активную добавку, которая называется пеперин. Куркумин – это куркума, пеперин – это черный перец. Почему? Потому что куркумин очень плохо усваивается нашим организмом. Если вы куркуму и куркумин будете принимать без черного перца, это будет то, что вы сюда принимаете, все оттуда выходит. Ничего не будет задерживаться или мало будет задерживаться в нашем организме, и концентрация куркумина в крови не будет расти, и действие не будет проявляться. Но есть два доказанных противопоказания. Первый – это нельзя куркуму употреблять при язвенной болезни желудка. Второй – куркуму нельзя употреблять, когда вы принимаете кроворазжижающие препараты. Я уверен, что вы сейчас спросите, откуда брать куркуму и какого качества, какие лучше и так далее. Но насчет качества я не могу ничего сказать, но я могу рассказать, как я это делаю. Я заказываю порошок куркумы из Индии, считается это один из самых лучших. Иногда покупаю БАДы в аптеках, куркумин и пеперин. И бывает так, что они вместе в капсулах уже соединенные,
И тогда я их беру, где-то 1000–1500 принимаю ежедневно. Подытоживая, я хочу сказать, что для нашего организма важно не только включить какой-то суперфуд в свой рацион, но и следить за тем, что вообще в каком состоянии наш организм находится, в каком состоянии баланса ветра, желчи, слизи. Если есть застой слизи, предпринимать все меры для того, чтобы этот застой слизи убрать. Если у вас все хорошо и вы вводите куркумин, плюс вы правильно питаетесь, занимаетесь физической активностью, спите достаточно времени, пьете воду и стараетесь минимализировать свой стресс, конечно, вы долго проживете и не будете болеть. Будьте здоровы! Если вам интересны правила питания с точки зрения тибетской медицины, вы более подробную информацию можете найти в моем онлайн-курсе «Практика здоровья». Перейдите по QR-коду или по ссылке в описании к этому ролику.